Ну это так атмосферно, залетать в кишлак, где через решетку сидят дети, улыбаются, и ты понимаешь, что эта местность контролируется местной группировкой. Одно из самых сильных мест, которые я видел в своей жизни. Меня так давно ничего не впечатляло, это прям мне до мурашек. Перед тем, как мы приступим к просмотру, предлагаю вам включить немного фантазию. Представьте, вы собрались проехать Ливан, Сирию и Иорданию. В Ливан все трассы перекрыты, поэтому вы берете самолет с пересадкой в 17 часов. И пока проживаете в аэропорту, вас вечно мучает вопрос Сирии, ибо виза туда у вас еще не открыта. А Сирия — это единственный способ добраться до Иордании, откуда у вас и куплен обратный билет домой. В кармане у вас только $60, которые вы потратите на въезд в Иорданию. Конечно же, если сможете до нее добраться. На все про все у вас 21 день. Какой сейчас нахрен год? Не понимаю, на улице лето, солнце, а здесь холодно. Железо это не прогревается вообще. Доброе утро, Ливан. Добро пожаловать в типичный Ливан. Прямо здесь они проживают. Изначально это видео должно было быть просто выпуском, но по ходу работы превратилось в расследование. Крупнейшая работа про настоящий Ливан. Такого вам нигде не покажут. Проблема мирового масштаба. В этом выпуске я покажу вам, что так сильно скрывают от наших глаз, и более того, расскажу, как это связано непосредственно с вами. Да-да, именно с вами. Спустимся в ужаснейшие трущобы, случайно зайдем на ливанский пляж а-ля только для женщин. В общем, меньше всего хочу спойлерить. Вас ждет много интересного. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Море, пляж, песок. Именно таким туристические агентства подают нам Ливан. Но я здесь для того, чтобы как минимум развеять этот миф. Меня зовут Мага, и мы переходим сразу к делу. Видите людей позади меня? Это отнюдь не отдыхающие на местных пляжах. Сейчас вы узнаете и удивитесь, почему они здесь. Извините, не смог продолжать. Я не знаю, связано ли это с этим морем или нет. Я полчаса провел на пляже перед тем, как начать снимать. Хотел прийти в себя. И по итогу снял первый кадр, и меня смутило. Просто бросило в пот. За подробности, извините, я сейчас в уборной скрючился. Стошнило какой-то херней. В общем, сейчас возвращаюсь на пляж и закончу то, что хотел сказать. Итак, друзья, я вернулся в этот ад. Буду краток, потому что здесь находиться из-за вони просто невозможно. В недалеком 2016 году, представьте, в один день происходит два события. Значит, закрывается городская свалка, и в этот же день расторгается контракт с компанией Суклин. Компания Суклин отвечала за вывоз и переработку мусора. То есть, представляете, в стране мусор каждый день прибавляется, его количество тоннами, но убирать его тупо некому. Когда я говорю о тоннах, я подразумеваю именно то, что вы видите сейчас на экранах. В прямом смысле Ливан тонул в мусоре, и не дай бог пойдет дождь. Реки из грязи и инфекций протекали по всей столице. О протестах, которые повлияли на решение правительства, мы еще поговорим, и более того, даже побываем на нескольких из них. Но давайте по порядку. Решение правительства было таковым: выгрести большую часть мусора на городские пляжи. Представьте, половина Ливана, она омывается прекрасным Средиземным морем, и весь этот мусор, он закидывается тупо на городские пляжи. Естественно, есть пляжи, которые прочищаются, вход на них платный, есть и основная часть пляжей, которая тупо завалена. По сей день уже в течение 3 лет идет чистка. Сейчас я вас привез на один из чистых пляжей. Это считается, здесь невозможно находиться, здесь ужасно воняет, протекают какие-то трубы грязные. Работают сирийские дети, беженцы. Каждый день вычищают, но такое количество мусора невозможно убрать. На пляжах помимо сирийских беженцев работают и компании по уборке территории, волонтеры и даже местные подростки. Если помните, в школьные времена нас могли после уроков отвезти, к примеру, в театр или на другое мероприятие. А здесь, если ты учишься не в элитной школе, да еще и в пригороде, то можешь спокойно попасть после физкультуры на пляж, тупо грести мусор. Да, как-то так.
Вернемся к беженцам. Знакомьтесь, это Али, один из кураторов сирийских детей. Время от времени они вместе сгребают инфекцию по пакетам. Меня зовут Али. Тут мы чистим океан. Как ты видишь, ситуация ужасная. Сейчас в Ливане около 2 миллионов беженцев. Большая часть сирийцы. 45% населения бедные. Домов у них, конечно, нет. Живут они в этих трущобах. И как бы ни было, мы любим детей. Как ты видишь, они нам помогают. Это очень хорошо, когда дети внимательны к таким проблемам. Вместе с центром, в котором я работаю, мы хотим воспитать в этих детях социальную ответственность, чтобы они выросли на ошибках старших и в будущем не ошибались. It's camera. Камера, телефон. Камера, телефон, Камера, Камера. Если вы вдруг сейчас сидите за монитором и думаете, да какое мне дело, что там происходит в Ливане? Ну пусть у них там будет срач. Да какая разница, я живу себе в России, Украине или Беларуси, мне по боку. Так вот, друзья, чуть позже я расскажу, как это связано непосредственно с вами. Да-да, именно с вами. Мы можем наблюдать сейчас сразу два вопроса Ливана. Это грязь и люди, которые приехали, которые называются беженцы, проще говоря. Алло. Можно я пройду? Прямо здесь же у побережья они живут. Прямо здесь они проживают. И тут же они убирают мусор. Мы выходим уже в относительно элитный райончик. Уже какие-то автомобили стоят, то есть не все так плохо. По сути, в меня кинули камушек. Зачем вы меня кинули камушек? Вот примерно такая экология. Никому не нужны районы вообще. Посмотрите на провода. Постоянные перебои с электричеством. Полная жесть, потому что это остается без комментариев. Зато они раскрашивают дома, пытаются сделать улицы поярче. Только раскрашивают они сутками эти здания не потому, что топят за креатив, а потому что надо. Надо закрыть ужасные трущобы от глаз туристов, которые, приземляясь в аэропорт, видят побережье. В основном закрашивают лицевую часть зданий. Это по сути правильно. Какая разница? Издалека все равно ничего не будет видно. Именно поэтому, чтобы найти реальную картину Ливана, найти места, где живут все эти люди, надо очень сильно постараться. Что ж, добро пожаловать в типичный квартальчик. Вообще здесь с камерами на самом деле большая беда, потому что повсюду военные, и у каждого в кварталах на входе стоит охранник. Но сейчас я дождался, пока охранник заглюкает в телефон, и быстренько пробежал. Я не могу сказать, что я в шоке, потому что я видел бедную жизнь по сути. Да, я видел трущобы. Это не удивительно, но здесь какая-то особая атмосфера. Здесь слишком грязно, слишком воняет, слишком... Да, типичные переходы, то есть это вот нормально. Какие-то клетки, мусор, куча мопедов, они здесь популярны. Отчасти симпатичны на самом деле, но мусор просто никто не убирает. Мешки выбрасывают на улицу, обратите внимание. Просто мешки лежат на улице, и никому до них нет дела. Жесть. Два миллиона беженцев. Это лишь официальные данные, на деле их гораздо больше. Мне еще предстоит изучить настоящие трущобы, но даже здесь, в относительно чистом месте, складывается ощущение полного отсутствия жизни. Эти люди оказались в настоящей ловушке, потому что по закону беженцы не могут устроиться официально на работу. Дети не могут учиться в школах или поступать в университеты, поэтому тысячами выходят на улицу попрошайничать. Кто-то прикидывается инвалидом, некоторые ходят с такой ерундой и предлагают за $5 почистить обувь. Дети перепродают воду, а кто-то и вовсе скитается по улицам. Война унесла у каждого из них не только возможность начать жить с чистого листа, она унесла и их родных, фотографии которых мы можем видеть на улицах. Здесь они на каждом доме. Вдоль трассы просто невозможно идти.
такой невыносимый запах. Я спускаюсь в трущобу и иду через них. Здесь, кстати, колоритненько, атмосферно. У меня для вас, друзья, очень много информации, но перед этим мне нужно немножко прийти в себя после этой вони и грязи, потому что от нее реально кружится голова. Так что я буду приходить в себя, а после уже возьмемся за работу. К слову, а вот и основной трущобный вид бизнеса – рынок. Только вместо адекватного товара там груды какой-то пыльной дичи непонятной, начиная от дверных ручек, заканчивая украденными с этих же улиц голубями. Но мое внимание падает на вот этот ларек с рыбой, которая ловится именно на радиоактивных пляжах, тех самых, которые мы наблюдали пару минут назад. Эта рыба продается повсеместно, причем не только в трущобах, она завозится и в рестораны центра города. Поэтому, если захотите перекусить, будьте предельно осторожны. Кстати, насчет осторожности. Вот этот кадр был сделан мной за секунду до того, как я влип в свою, скажем так, первую неприятную ситуацию. Сейчас произошла очень неприятная ситуация. Значит, я направлялся с вот этих трущоб к городу, и меня перегородил просто мотоцикл. Человек в обычной гражданской какой-то одежде, бордовая кофточка, показывает мне удостоверение. На этом моменте я замолк, потому что не хочу, чтобы у меня были с собой материалы с озвучиванием данной группировки. На случай, если меня словят и проверят материал, лучше обойдемся закадровым пояснением. Итак, человек, который перекрыл мне дорогу, сфотографировал мой паспорт, затем сделал фото моих татуировок и через 10 минут с криками «Я туристо!» мне удалось уйти. Это был наемник из Хезболлы. Очень неприятно. Типа прям максимально неприятно. Хезболла – организация, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Собственно, Ираном она и спонсируется. В бедной стране они знают, как привлечь внимание, и вкинули огромные деньги в благотворительность. Школы, рабочие места, помощь больным и так далее. Через такие схемы они заработали признание народа и через какое-то время стали, представьте, партией в Ливане. Их армия выросла до 70 тысяч бойцов, а оружия они имеют больше, чем некоторые страны. Половина солдат – профессиональные боевики, половина – наемники. Многие из них воспитывались в лагерях Хезболлы с самого детства. Забугорные страны давно признали их как террористическую группировку, и неудивительно, ибо на их счету сотни подрывов, в том числе и туристические места, тысячи украденных людей и не только. Именно Хезболла и контролирует трущобы, по которым я сегодня разгуливал, и куда я еще обязательно вернусь. Я, если честно, чуть не обоссался. Ничего противозаконного не делаю абсолютно. Единственное, что уходил с камеры, а здесь со съемкой еще очень трудно. Сегодня тупо не мой день. Пытался помыться, вода соленая. Бегу куда-нибудь помыться пресной. Уже вытер, вспорол себе ногу. А на этом пляже вспорол себе ногу, да? Спасибо. Вот по такой системе здесь пресной водой омываются из какого-то колодца. Сейчас я вам покажу, где мы будем переодеваться. Нет, не будем. Ребята, это пиздец полный, просто Я просто вот тут прям дерьмо, понимаете? Прям дерьмо, и здесь переодеваются люди. Я еще в очереди простоял в эту кабинку, она самая чистая. Я нахожусь в городе, напоминаю, не в каком-то отшибе. Это типа город. Я ничего не хочу вообще. Не идите в задницу. Я пойду в каком-то во дворе, в подъезде переоденусь. Ну это просто... Что это такое вообще? У меня слов нет вообще. Просто срачина просто. Срачилище. Прямо сейчас нахожусь в центре города. Здесь как раз идет митинг по поводу безденежья, как я понял. Просто перекрыли дорогу и все. Yes, it is protest. No money. It's not about no money. Да, это протест и дело в деньгах. Правительство повышает процент на кредиты. Сейчас доллар 1500 ливанских фунтов, а дойдет до 1750. Понимаешь, цены растут, все становится намного дороже. Люди собираются протестовать в связи с вопросом газа, ибо поставщики газа собираются закрываться. Because the gas dealers are going to stop. Прямо сейчас подъехал полицейский на вот этом мотоцикле и говорит: освободите дорогу. Бунтующих не так много, но тем не менее крепкие ребята. Вызывает поддержку, потому что не согласились уйти. Оказывается, это всего кусочек протестов. Все основные бунты проходят прямо сейчас в центре. Я рву туда в своих домашних труханах. Да, я иду в трусах по центру мусульманской страны, потому что вы видели, что там происходит в этой кабине с дерьмом. Я извиняюсь. Поэтому пока не обсохнут, буду ходить в своих домашних любимых шароварчиках. Почему нет?
Протесты здесь происходят ежедневно. На улице выходят как от 3 людей, как раз то, что мы видели недавно, так и до нескольких тысяч. А люди высказывают свое мнение против повышения налогов и коррупции чиновников. Протестующие требуют полного пересмотра политической системы Ливана. Многие протесты, к сожалению, заканчиваются жертвами. В этот раз все обошлось. На место приехала армия и разогнала всех по домам. Дорогой, может, сделаем ремонт? Ты хоть представляешь, сколько это времени? Надо подобрать каждый уголок, цвет, потом ходить по магазинам. Давай хотя бы переклеим обои. Прошу, можно вечером об этом поговорить? Не сейчас, пожалуйста. Окей, красная тумбочка, и я отстала. Какая к черту тут красная тумбочка? Да вот такая! Сколько уже можно тебя просить? Одно и то же! Студия дизайна интерьеров Вира Артстрой. За 23 года на рынке на их счету более 1000 квартир, десятки офисов, рестораны и даже больницы. На их YouTube-канале каждый еженедельный ролик – это новая креативная идея. При заказе у Авира Артстрой можно увидеть свой дом до начала ремонта. Сотрудники могут быстро регулировать перепланировку и согласовать все необходимое. И даже если вы не планируете прямо сейчас ремонт квартиры или загородного дома, в любом случае подписывайтесь на канал Вира Артстрой и черпайте креативные идеи, которые, поверьте, однажды вам в жизни пригодятся. Все ссылки в описании. Доброе утро. Помните, ребят, после дождя всегда наступает радуга. Я вчера настолько заколебался, переборщил с этими побегами за митингами. Мне стало плохо. Я забежал в ближайший хостел попросить умыться и принять душ, охладить тело. Меня, конечно же, приняли. Дали полотенце, сменку, все. Да, и человек видит, с каким лицом я пришел, и он говорит: может быть, ты хочешь кушать, пить, спать. Я говорю: если честно, хочу все. И они меня оставили в хостеле. Я говорю: сегодня переночую и поеду дальше. Он говорит: нет, ты должен восстановиться. 4 дня ты будешь спать у нас. Я говорю: нет, ребят, нельзя так. Он говорит: нет, ты будешь спать у нас 4 дня, наливает пиво, мы отдыхаем. В общем, я серьезно, я чувствовал, что вчера, если я останусь где-нибудь на улице, не поем, не посплю нормально, то все, мне будет задница, ибо это были очень тяжелые сутки и тяжелый особенно вчерашний день. Ну а сегодня мы начинаем проход по прекрасным местам. Да, Ливан — это грязь, но вы понимаете, в любой грязи, в любой суете есть зерно прекрасного. Это факт. Доброе утро, мы начинаем. Я на местном автовокзале. Все автовокзалы здесь находятся под мостом. Я пытаюсь договориться с водителями, чтобы меня отвезли на Сайду. Это совсем недалеко, там меня ждет один человечек. Я позже расскажу, кто. Это касса. Касса — это стол, привязанный цепью. Вот такие вот ливанские автовокзалы. Мои планы немножко поменялись. Немножко, как обычно, мои планы поменялись, я хотел сказать. Вместо прекрасных мест, которые вы посмотрите сами, когда приедете сюда, окей? Я приехал сейчас к человеку, ответ от которой ждал целую неделю. Очень хочу, чтобы вы тоже с ней пообщались через меня, потому что лично я никогда не общался с подобными людьми. Людьми с подобной историей. Скорее так. No people? La Guava. لا جواوا بحكي مثلك عربي أنا عربي استنى شوي لحظة Типа пляжный сезон сейчас закрыт, людей не пускают сюда, но, скажем так, свои здесь отдыхают. Мне надо как-то объяснить ему, что я к своим иду. А свои-то где? وين؟ لا طب برام وجهك مسبح نسوان برام قرب برام هيك في علم محجب. لا ريسورت. ايه مش هون. اطلع بدك تطلع لفوق وبتروح لهوني. لا ريسورت, you know? لا ريسورت. No. فوق لورا صار. اطلع ومرق. Russian people, embassy. Embassy from embassy Russia. ايه بدك تطلع لبرا وبدك ما تتطلع. تعي ميري. Russian people, no? No. Russian. بس people, no. No. احكي انجليزي احكي انجلش. From embassy Russia. Yeah, but it's not allowed to go inside Amman here because of this. Then? Yeah, resort. from here, like you have to pass from here to
Here. Yeah. Oh, yeah, thank you. Okay. Sorry. Okay, no problem. Only girl? Only for ladies swimming. Oh, sorry. Okay. Sorry. No problem. Baby. Фак. Смотрю, издалека бежит. Я думаю, что это такое? Может быть, это самое. Нашел наконец-то своих? Нет, оказывается, это чисто женский пляж. Белку словила какую-то. Говорит, обойди, пожалуйста, вот это все нахер. Вот это все. Я не могу найти этот резорт конченый. Охрана прибежала. Ну, конечно, да, с этим строго здесь. Hello. La Resort. Where are you staying? Which hotel? Where are you staying right now? In Beirut. Beirut. Oh, you're coming over to Лагуа это или не Лагуа, я не знаю. Но здесь прикольно. Такие маленькие совещания мусора. Там. Квест завершен. Человека я нашел. Наконец-то, боже. Просто наконец-то. То, что я выкрикивал своим идеальным английским Embassy of Russia, From Embassy Russia. Here. это не по ошибке, а потому что даже когда заканчивается плавательный сезон, на роскошные пляжи можно попасть, сказав фразу «Я из посольства России». Довольно интересная ситуация, но копаться в этом я не стал. Давайте знакомиться. Это Анхар. Она провела мне замечательную экскурсию по старому городу, привела к англичанам, которые восстанавливают руины. Точнее, с помощью рисунков на них привлекают к ним же внимание и тем самым сохраняют историю. Все это действительно очень интересно, но об этом мы поговорим с вами в следующем выпуске. Сейчас об Анхар. Анхар — это тот человек, который провела в сирийском плену целых полгода. Как это произошло? Слушайте сами. Ехала с моря. Просто с моря? Да, ехала с моря. Спешила, торопилась, мне все говорили, не надо ехать во второй половине дня, опасно. Ну и выскочили бандиты, перегородили дорогу, причем в последний момент мы не поняли сначала, что это бандиты. Несколько машин утащили там вглубь своего анклава, то есть наставили на нас автоматы. Вот, если бы машина не остановилась, просто расстреляли. Они всех задержали, да? Да. Всех, кто были в машине? Водителя, как потом выяснилось, за $15 000 с машины отпустили за выкуп. Вот, и за меня хотели $50 миллионов. 153 дня, вот. Они что-то обещали тебе или... Мне ничего, они меня продавали всем. Вот, никто, естественно, когда все слышали, сколько они хотят, никто... 50 миллионов долларов? Да. Миллионов долларов? Да, вот за девочек хотели по миллиону всего. Отношения, они как относились? В порядке? Ну, вполне нормально, потому что постель, питание. Ну, питание вообще никакое, я там где-то 30 килограмм потеряла, то есть меня кормили там, кто где что стащит, то есть то и несли. То есть я в этом плане говорю, что вот если бы не некоторые из тех, кто меня охранял, меня бы уже не было. Вот. А так, в принципе, дикий холод, то есть это самое холодное место во всей Сирии. Это бетонный дом без утепления абсолютно с разбитыми окнами. То есть у нас снег там выпадал, у меня сосульки висели с потолка. Один раз летела вообще ко мне, снаряд ко мне в комнату летел. То есть я стояла около окна, когда этот первый снаряд упал, пристрелка, идет. Первый, второй ближе, на третьем я отошла, и он третий упал, значит, где-то метров 4. Сейчас перемещаю вас в хостел, работник которого меня в Бейруте и приютил. Кстати, это он. Его зовут Шади. А это Джуди. Она из Эфиопии. Шади ее не просто приютил, он ее спас. А так, стоп. От чего спас, почему, зачем, куда? Давайте по порядку. Прогуливаясь по Ливану, вы можете встретить вот таких вот элегантных домработниц. В Ливане их около 250 тысяч. Большая часть из Эфиопии. Сирийских, конечно же, никто не считает. Официально через агентство привести себе прислугу из Африки стоит около $2000. Эта сумма равна годовой зарплате служанки. Примерно 150-200 баксов в месяц. Это по официальным источникам. И то для тех, кому повезло. ما في شيء
А повезло тем, у кого не пыльная работа, например, сидеть с ребенком. Кто-то работает за еду и спит там же на полу на кухне, а на ком-то просто регулярно вымещают злость. Бить служанок и обращаться с ними как с животными здесь в порядке вещей. Девушек покупают заведомо зная, что они не говорят на языках, не умеют расставлять столовые приборы и прочее, но в Ливане без прислуги как-то не солидно. Девушки едут на заработки добровольно, но зачастую их отправляют сами родители в целях заработать на них же, хоть и прекрасно знают, что с ними происходит на так называемой работе. По приезду работодатель прямо в аэропорту забирает у девушки паспорт, далее лишает телефона и выхода в интернет. Человек оказывается в полной изоляции от семьи и целого мира. Домработницы выходят на улицы с лозунгами о толерантности по отношению к ним, но никому нет никакого дела до них, ибо в стране и без того полный бардак. 90% служанок попадают в ужасные руки и полуживые, пытаются сбежать. Кому-то удается, кому-то нет. Нашей Джуди посчастливилось. При побеге она встретила поистине доброго человека. Я снова вернулся в трущобы, только на этот раз, чтобы показать вам их реальную картину. Не удивляйтесь, что в ролике так много закадрового голоса, причина этому есть. Сейчас доберемся и до них. Sorry. Hello. I am here on the beach. Я попросил одного сирийца показать мне дорогу к морю, ибо в сопровождении местного не так бросаю сильно в глаза, и можно хотя бы как-то отснять переулки. На камеру здесь реагируют так, будто у меня в руке космическое оружие. И дело даже не в этом, никогда не знаешь, кто перед тобой стоит. Местный житель или наемник Хезболлы. Не находится слов, это настолько воняет, это настолько ужасно выглядит. Это реально канализация. О, фу, господи, фу, которая уходит в море. Реально канализация из трущоб выходит в море. В принципе, ничего удивительного, реально куда им девать это все? На пляже я хотел рассказать вам об индексе загрязнения воздуха в Бейруте, о том, что город должен входить в десятку самых грязных мира. Но эта статистика, к сожалению, подчищается для привлечения туризма, и официальные источники все закрашивают в свою пользу. В общем, именно с этого места я и собирался вещать, но не успел. Сити, аэропорт. Максимально тяжело снимать в этих условиях. Просто на каждом шагу эти солдаты. Все-таки местность реально опасная для туриста, особенно с камерой. Бог меня оберегает. Серьезно, я иду сейчас «Отче наш» читаю, крещусь, потому что тот мужик, который говорит, мол, там милитари, он меня вывел через другую сторону кишлака. И я, когда вышел, оглядываюсь, а там тот же солдат, который меня в прошлый раз принял. Сука. Просто я такой, да ну нахрен. А я шел к нему прям, я в эту же область вернулся, понимаете, чтобы продолжить снимать. Потому что в эти места нельзя долго находиться там. Нужно понемножку приходить. Снял, ушел, снял, ушел. Я сейчас иду и понимаю, что если бы я сейчас снова попался с камерой тому же человеку, который меня принял в прошлый раз, это были бы огромные проблемы. Но это так атмосферно, залетать в кишлак, где через решетку сидят дети, улыбаются, и ты понимаешь, что эта местность контролируется местной группировкой. Одно из самых сильных мест, которые я видел в своей жизни. Меня так давно ничего не впечатляло. Это прям мне до мурашек.
Я все же не устоял и вернулся этим же днем в трущобы снова, только в другом районе. Они отчасти цивильные, по сравнению с теми, что я видел до них. Здесь вот лежачий полицейский даже есть, правда слабо спасающий от сумасшедших мопедистов. Чтобы вы понимали, насколько здесь некомфортно находиться, каждые 100 метров на входах сидят солдаты. И не только на входах, они даже прячутся на переходах к трущобам. На этом кадре ничего не видно, поэтому я вернулся ровно через 2 дня, чтобы в кадр попал все-таки автомат и так называемый охранник. На выходе из района мне снова перегородил дорогу мопед. Паспорт в этот раз я не дал. Сказали уйти. И во второй раз обошлось. Никогда не повторяйте то, что я делаю в своих видео, ибо это не Чернобыль, где вы сможете просто откупиться или тупо быть депортированными. Здесь с вами разговор будет короткий, если будет вообще. Шпионаж и точка. В прошлый раз, когда я посетил эти трущобы, у меня было ощущение какое, меня скрутило живот, у меня болела голова потом. Я подумал, что может это совпадение, перегрел на солнце. Сейчас такое же состояние, я там полчаса максимум побыл, я не понимаю, неужели там настолько токсично? Может организм мой не привык к такому кислороду, если его так можно вообще назвать. Я нахожусь в 1 километре от того места, где в прямом смысле дерьмо, прошу прощения, сливается в воду. Вон за тем бережком. Дальше идет элитная вилла с пальмами, с бассейном. Perfect, небось. Огромные бабки платят люди. Мусор заполонил не только пляжи, мусор заполонил весь город, всю страну. Вы только представьте, сколько тонн отходов осталось и еще плюс накапливалось в течение этих лет. Люди вышли на улицы протестовать. Кстати, протест так и назывался. Ты воняешь. Сначала небольшие группы людей приносили мусор к зданию правительства, а позже это и вовсе переросло в небольшую мусорную революцию, на которой, к сожалению, без жертв не обошлось. К чему все это привело? Мусор с улиц сгребли в одно место, образовалась так называемая кишка. Сейчас она находится в районе аэропорта, от глаз приезжих, понятное дело, скрыта. И даже если мы по спутникам попробуем найти ее местоположение, подобраться ближе, все равно натыкаемся на забор. Только вот там, где забор заканчивается, ребята и палятся. В море стекает кислота с этих радиоактивных мешков. Какое отношение это имеет к России? Вся почва заражена здесь, атмосфера заражена. И в этих условиях выращивают фрукты, овощи и поставляют в Россию тысячами тоннами. Вдумайтесь, тысячами тоннами везут яблоки и прочие фрукты. Россия, Украина. Если даже вы в Беларуси, и до вас доберется. И никто проверять не будет. Единственный случай, который был зафиксирован, я его еле-еле нашел, это на границе остановили поток пшеницы, в которой обнаружили ядовитые канцерогенные вещества. И то этот вопрос замяли, и трафик продолжает потихоньку жить. Вот так, друзья, об этом мало кто скажет. И это горько осознавать, особенно находясь именно здесь. У меня, собственно, там был компьютер, мне который принесли, то есть, естественно, там без интернета, без всего, но как бы был текстовый как бы этот редактор, то есть можно было что-то писать. То есть сидела целый день там, когда могла, шпионила за самими этими бандитами, что они там делают. То есть я еще за ними следила, то есть кто, когда, то есть я потом, собственно, это мне и помогло установить всех персоналей, я их потом через Facebook нашла, где кого как звали. Слушай, вот твоя наблюдательность твоя, да, она по сути тебе и помогла потом оттуда выбраться? Да. Как это произошло? Что у тебя именно щелкнуло в голове и какие действия? Вообще как бы, да, то есть я тоже даже вот в книжке говорю, что замки в голове у нас. То есть не хочешь, не сломаешься. То есть в любых абсолютно нечеловеческих условиях можно выжить, да, и как-то выкарабкаться. Это правда. Я, во-первых, у меня была симка, но у меня не было телефона. Вот, и я под конец начала у них воровать их телефоны, когда они оставляли меня и гуляли. Находила бесхозные телефоны, вставляла свою симку и звонила наружу. В том числе мне посольские люди сказали, что не движутся, что меня обманывают, то есть никаких договоренностей нет, потому что они каждый день там меняют какие-то требования, без вариантов, то есть они меня не отпустят. То есть никто меня ни на что не поменяет. Плюс мы договаривались там с компетентными органами, что они меня, значит, придет человек, там помаячит под окном утром, я выскочу, и он меня там перепрячет. Вот. И я поняла, что они меня не там ищут.
Блин. Вот. Ты просто взяла утром. Вышла. С бидоном для молока. Для маски. Ну, идет человек за молоком. Я говорю, самая классная маскировка еще лучше. Знаешь что? Сетка яиц. Идет человек с яйцами. Никто не подумает, что он сбежал из плена. И получается, мимо блокпостов. Да, то есть они мимо там, солдат. я потом точно абсолютно знаю, что в одном месте точно у них был пост. Они, видимо, посмотрели в 7 утра, тетка за молоком идет, да ну ее. Причем это же еще в глубине этого анклава, то есть там чужих нет, там все свои. Анклав это Ну, этот район. райончик. Да. А тут человек спокойно, да, на голубом глазу чешет на свободу. Причем это под куртку, под резинку спрятав компьютер, да, редактуру, да, с книгой, редактуру книжку путеводителя по Каиру, вот, и чешет, уходит из плена, ушла. Это самый знаменитый вид Бейрута. Мы находимся в самом центре, то есть прекрасное место. Сейчас мало туристов, отлично. Но даже здесь, пожалуйста, просто свалка ужаснейшая. И непонятно почему. Это визитная карточка города. Прям самый центр. Тем не менее, ни черта не убирается. Абсолютно ничего. Такое ощущение, будто я иду по Волгограду, знаете, к Волге спускаюсь. Вот прям точь-в-точь. Только воняет нахрен. Сука, я в центре, меня аж бомбить начинает на эту тему. Да камон. Погуляв вот пару дней уже по городу, я обращаю внимание на то, что местные выбрасывают бутылки и весь мусор на улицу, прям по городу. Тупо на дорогу. Настолько по-свински. Что? Как это обосновать? Это такой менталитет. Окей, но все это загрязнение, оно идет в Средиземное море. Это проблема мирового масштаба. Не только одной страны. Мы все плывем в одной лодке. Земля — это одна лодка. Класс, отлично. Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Вот я сейчас смотрю на море, бьются об небольшие скалы, волны, вода практически прозрачная. Идеальный вид в никуда уходящий. Самое интересное то, что в 2016 году, вот как раз тогда, когда закрылась эта свалка, начались, можно сказать, проблемы. Российская компания одна должна была забрать все эти тонны мусора к себе в Краснодарский край. Естественно, за небольшую плату, но они тупо не успели подготовить документы на то, что Россия вообще, по сути, согласна на транспортировку параши в Федерацию. Тупо не успели, сука, бумаги собрать. Это смешно. Смешно, потому что версия выдумана. На самом деле контракт в 25 миллиардов рублей был почти заключен на официальной основе. Только вот когда экологи посчитали, что 5 миллионов тонн мусора на территории России невозможно утилизировать, подняли бунт, о котором вы, конечно же, не слышали, ибо в СМИ такую информацию пропускают слабо. Но вы в курсе. Вписался Greenpeace и все его последователи. Путина закидали письмами, ибо 5 миллионов тонн мусора — это огромный объем. Примерно столько же Москва ежегодно вывозит на полигоны Подмосковья, которые, к слову, переполнены сами. Просто так разместить такой объем не получится. Быстро сжечь тоже, ибо в России за год сжигается не более 1,5 миллиона тонн всего лишь. Эту тему можно обсасывать бесконечно, но скажу, что я был слегка поражен, когда узнал вообще, в принципе, о дружбе этих стран. И еще больше удивился от того, что ливанские фунты печатают в России. Так что плавает в этой воде, неизвестно. Если вы понимаете, о чем я. Так, я нахожусь прямо в центре событий, прямо в гуще толпы. Не понимаю пока, что происходит. Can you speak English? No? Сзади очень много армии. Очень много армии. Впереди проезжает армия и чисто фотографирует лица. Машина остановилась и фотографирует лица, видимо, чтобы потом найти тех, кто участвует в митинге. Человек выходит и раздает воду. Просто с магазина выходит и раздает воду. Anybody speak English? What? No English, no? Yes, English. What do you want? What happened? This is مظاهرة. Muzahara? What is Muzahara? Это уже я بالإنجليزي. Протест? Протест? Yes. Why? Протест. Why?
presidents. Oh. Because they are stealing us. Okay. Такой небольшой толпой пытаются снести президента. Сомневаюсь, что у них это получится, но ребята настойчивы. Добро пожаловать в типичный Ливан. Я иду во главе всего этого бунта. Суть вы уловили, они хотят снести президента к чертовой матери. Атмосферу заценил, здесь это происходит постоянно. Буду двигаться дальше. В Ливане протесты не могут проходить в одном месте. Люди разбиваются на группы и встречаются, к примеру, в центре. Правда, если получится, армия всегда наготове, причем во всех смыслах. Пулеметы, вертолеты — это местная классика. Господи, наконец я выскажусь насчет атмосферы в стране. Весь город усыпан военными базами, бронебойные джипы с солдатами повсюду. Если вы вдруг приедете на съемку, то местами будет трудновато. Мое убитое лицо вчера. Это был... снова военные, секунду. Понимаешь, ты выходишь... Помимо сотен солдат, на улицах ты еще и кочешься на местных, пытаясь понять, человек это или наемник. Знаете, у меня есть такой бзик, типа, я не могу сделать вещь 2 раза. Обязательно нужно сделать 3. Обязательно. Типа, 2 и все, и у тебя просто клинит. Я был в трущобах 2 и вернулся 3 раз. Просто хотел отснять раскадровку. Эти кадры вы видели в начале выпуска. Ради них я сюда и спустился в 3 раз. На пляже не было ни одного человека, кроме бородатого мужика, что, собственно, и вызвало у меня подозрение. Камеру я так и не достал. Снимал все на телефон, прикинувшись типичным туристом. Но даже и так не получилось. Снова требует паспорт. Я только что вам сказал, что не могу, когда все случается 2. Ко мне сейчас опять подошел человек и опять просит паспорт. Я уже дурака включил. Говорю, все, ухожу. Он сейчас проехал на мопеде уже. Вон он впереди. Чего он огораживает меня? Фак. Этот чел сейчас медленно едет за мной и куда-то звонит. Это наемник той группировки, которая контролируется эта область. Мне нужно дойти вперед, вон туда. Всего 1 километр, и я в безопасной зоне. Всего 1 километр. Теперь, когда вы знаете Ливан изнутри, я покажу вам его обложку. В следующем выпуске мы попутешествуем, пообщаемся с молодежью, узнаем, сколько стоит жизнь в стране и зачем рожают детей направо и налево. Также попробуем выехать в Сирию и многое другое. Очень постараюсь сделать для вас спокойный, приятный, информативный выпуск. Как-никак я вернулся в движ. Продолжаем играть на контрастах. Всех очень рад видеть сегодня на моем канале. Давайте, как в старые добрые времена, натыкаем 10 тысяч лайков. На этом все. Спасибо за просмотр. Я убежал монтировать продолжение. С вами был, как всегда, Мага. Скоро увидимся. Обнял. Огромное спасибо Артуру за предоставленную камеру для съемок. Ссылку на его творчество оставляю в описании. Все, теперь ухожу точно. Огромное спасибо еще раз всем за просмотр. Поделитесь, пожалуйста, с друзьями этим выпуском. Просто поддержите меня и мой канал. Увидимся ровно через неделю. Еще раз обнял.